Всем привет! Сегодня я готовлю сразу 3 варианта рулетов из баклажанов с очень вкусными необычными начинками. Такие пикантные закуски готовятся несложно, а подавать их можно как на праздничный стол, так и просто разнообразить меню в сезон баклажан. Все 3 начинки совсем не похожи друг на друга, но каждая из них по-своему оригинальна и превосходно сочетается с баклажанами. Рулеты непременно смогут украсить ваш стол и удивить ваших гостей. Если вы еще не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться, впереди будет много интересных рецептов. Итак, начну с подготовки основного ингредиента с баклажанов. Я их промыла и просушила, отрезаю кончики с двух сторон и каждый баклажан нарезаю вдоль на пластины толщиной примерно 0,5 см. Тоньше нарезать не рекомендую, так как при запекании баклажаны уменьшаются в размере. Если у вас баклажаны горчат, то нарезанные пластины следует замочить в подсоленной воде минут на 30, а затем просушить бумажными полотенцами. Вот примерно такая толщина должна получиться. Баклажаны у меня не горчат, и я сегодня буду запекать их в духовке. При запекании баклажаны получаются менее калорийными, более вкусными и полезными. Раскладываю их на застеленный пергаментом противень. Смазываю небольшим количеством растительного масла, у меня оливковое. Немного солю. И отправляю в разогретую до 200 градусов духовку запекаться на 20-25 минут. Рекомендую следить за процессом, так как период запекания зависит от размера кусочков и спелости баклажанов. Таким образом, запекла все баклажаны, переложила их в контейнер, пусть немного остынут. А я тем временем приступаю к приготовлению первой начинки. Мне понадобится 2 сладких перца, которые я заранее промыла и просушила. Разрезаю каждый перец пополам и удаляю семенную коробку и все перегородки. Подготовленные половинки буду запекать в духовке. Для этого укладываю их на застеленный пергаментом противень срезом вниз. Каждую половинку смазываю небольшим количеством растительного масла, у меня оливковое, немного соли, специй на этом этапе я не добавляю. Отправляю запекаться в разогретую духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Перец запекаю вот до такого состояния. Главное, чтобы он стал немного мягче и можно было его легко очистить от кожуры. Для этого перекладываю его в миску, накрываю крышкой и оставляю так постоять минут 10-15. После этого перцы очень легко очищаются от шкурки. Перекладываю в контейнер и даю им остыть. Теперь беру пучок шпината и нарезаю ножом не очень мелко. Шпинат я предварительно промыла и просушила. Также мне понадобится зубчик чеснока, который нужно мелко измельчить. В сковороду наливаю 2 столовые ложки оливкового масла. Можете взять подсолнечное. Буквально 1 минуту обжарю чеснок на среднем огне. Затем добавлю к чесноку шпинат и подержу на огне еще 1 минуту. Просто чтобы шпинат стал мягким, обжаривать его не нужно. Вот что должно получиться. Пока перекладываю начинку в миску. Мне также понадобится 100 граммов сыра феты. Фету выбирайте не очень соленую. Хорошо разминаю ее вилкой. Добавляю 1 столовую ложку сметаны любой жирности. Черный молотый перец по вкусу. Пол чайной ложки сушеного тимьяна. Все хорошо перемешиваю, чтобы объединились все ингредиенты. Начинку я не солю, так как фета имеет солоноватый вкус. Объединяю фету со шпинатом и хорошо перемешиваю. Итак, все ингредиенты подготовлены, можно собирать рулеты. На кусочек баклажана кладу четвертинку печеного перца. Сверху выкладываю сырную начинку и заворачиваю рулетик. Перец нужно расположить так, чтобы в срезе готового рулета его было видно. Вот такая красивая, оригинальная и очень вкусная закуска из баклажанов получается. Очень рекомендую приготовить баклажаны с такой начинкой.
Вы точно сможете удивить ваших гостей такой закуской и украсить свой стол. Тут прекрасно сочетаются все вкусы и ароматы. К тому же рулеты выглядят очень ярко, празднично и необычно. Теперь покажу вторую начинку. Она не менее вкусная и необычная, а готовится очень быстро. Для начинки мне понадобится 50 граммов грецких орехов. Я их немного обжарила на сухой сковороде до появления легкого орехового аромата. Орехи измельчаю ножом вот до такого состояния. Должна получиться мелкая крошка с небольшими кусочками. Теперь беру пучок свежего базилика. Для этой начинки я предпочитаю зеленый базилик. Мне понадобится только листья и небольшие веточки. Грубые стебли я не использую. Листья базилика нужно мелко порубить ножом. Перекладываю измельченный базилик к орехам. Также мелко измельчаю один зубчик чеснока. Соединяю порезанный базилик с чесноком с измельченными орехами. Теперь беру 150 граммов творога, у меня жирностью 5%. Творог нужно немного перетереть до однородной массы. Я для этого воспользуюсь блендером. Добавляю 1 столовую ложку сметаны и все перемешиваю. Не нужно добиваться идеальной однородности, даже если останутся небольшие крупинки, это ничего страшного. Главное, чтобы творог превратился в пастообразную массу. Затем нужно объединить две подготовленные начинки. Творожную массу соединяю с базиликом и орехами. Добавляю немного соли, черный молотый перец, пол чайной ложки орегано. Специи можете добавлять по своему вкусу. Начинка для рулетов готова. На каждую дольку баклажана выкладываю по одной полной чайной ложке начинки. Начинка отлично держит форму, не растекается и не вываливается из рулетов. Рулеты получаются очень вкусными и нежными, с приятным ореховым вкусом и ароматом базилика. Все ингредиенты превосходно сочетаются как между собой, так и с печеными баклажанами. Это действительно очень вкусно и оригинально. Всем рекомендую приготовить. А теперь покажу третий вариант начинки. Она идеально подойдет для любителей острой пикантной закуски. Для начала натираю на мелкой терке 80 граммов вкусного твердого сыра. Затем также на мелкой терке натираю одно вареное яйцо. Перекладываю в миску к натертому сыру. Для этой начинки также мне понадобится небольшой пучок свежей петрушки. Петрушку нужно порубить ножом как можно мельче. Для более яркого вкуса я беру один зубчик чеснока и измельчаю его также максимально мелко. Порезанные ингредиенты отправляю в миску к яично-сырной массе. Немного соли. Добавляю черный молотый перец. Пол чайной ложки молотого кориандра. Добавляю 3 столовые ложки майонеза и хорошо перемешиваю все ингредиенты до их объединения. Майонез контролируйте по своему вкусу. Должна получиться масса, которая не растекается и хорошо держит форму, но в то же время она не должна быть сухой. Начинка готова, можно приступать к формированию рулетов. В рулеты я еще буду добавлять морковь по-корейски. На такое количество баклажанов и сырной начинки я возьму буквально пару столовых ложек моркови из этой миски. Все пропорции ингредиентов я, конечно же, укажу в описании под видео. На дольку баклажана выкладываю 1 чайную ложку сырной начинки и размазываю ее ножом до середины баклажана. Толщина намазанной начинки примерно 5 мм. На сырную начинку у основания выкладываю немного моркови и скручиваю в рулет. Морковь выкладываю хаотично, не обязательно, чтобы все соломки лежали одинаково. Рулеты получаются яркими, ароматными, в них идеально сочетается нежная сырная начинка с острыми пряными специями и вкусными печеными баклажанами. Такие рулеты отлично украсят любой стол и подарят прекрасные вкусовые ощущения.
Если вам понравились рецепты, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю приятного аппетита!